Один человек изменил русский язык навсегда. Без него русский язык был бы совсем другим. Может быть, даже вы бы сейчас учили другой русский язык. Звучит невероятно, правда? Но подождите, этот же человек участвовал в дуэлях, имел африканские корни, и однажды ему жизнь спас обычный заяц. Как это возможно? Сейчас расскажу. Привет, друзья! Я знаю, что многие из вас учат русский язык. И я знаю, что иногда бывает трудно. Иногда непонятно, зачем столько правил, столько слов, столько форм. Я тоже через это проходил. Я тоже иногда думал, почему все так сложно? Но знаете, что мне помогло? Мне помогли истории. Настоящие, живые истории о людях, о культуре, о языке. Сегодня я расскажу вам одну такую историю. Историю человека, которого в России называют солнцем русской поэзии. Мы будем говорить об Александре Сергеевиче Пушкине. В России есть одна очень известная фраза. Может быть, вы ее уже слышали. «Пушкин – наше все». Как вы думаете, что это значит? Почему русские так говорят? Подумайте секунду. Хорошо. Ответ такой. Пушкин – это не просто поэт. Он писал стихи, сказки, романы, повести и пьесы. Но самое главное – он очень сильно изменил русский язык. До Пушкина русская литература часто звучала тяжело и сложно. Многие писатели использовали старые книжные формы. А Пушкин стал писать иначе. Он сделал русский язык более живым, более легким и более близким к обычной речи. Вот почему он так важен. Он не просто написал красивые стихи. Он показал, каким может быть русский язык. Кстати, вот интересный факт. Фразу «Пушкин – наше все» впервые сказал критик Аполлон Григорьев в 1859 году. И эта фраза живет уже больше 160 лет. Русские используют ее до сих пор. Иногда серьезно, а иногда с юмором. Итак, давайте начнем сначала. Александр Пушкин появился на свет 6 июня 1799 года в Москве. Его семья принадлежала к старинному дворянскому роду. Это была известная и уважаемая семья. Но вот что удивительно. У Пушкина была необычная история семьи. Знаете, кто был его прадедом по материнской линии? Его прадеда звали Абрам Ганнибал. Он родился в Африке. Еще ребенком он попал в Россию и стал воспитанником самого Петра Великого. Позже Ганнибал стал генералом и инженером. Пушкин очень гордился этим. Он даже написал повесть «Араб Петра Великого» о своем прадеде. Вот видите, у русской литературы есть и африканские корни. Неожиданно, правда? А теперь давайте поговорим о детстве. Детство у Пушкина было не совсем обычное и не самое легкое. Его родители не всегда уделяли ему достаточно внимания. Дома в семье часто разговаривали по-французски. Это было модно в то время. Многие дворянские семьи в России говорили между собой на французском языке. Кстати, знаете ли вы, что в начале XIX века русские дворяне иногда знали французский язык лучше, чем русский? Это правда. Французский считался языком культуры и высшего общества. А откуда тогда маленький Саша узнал настоящий, живой русский язык? От двух очень важных женщин. Первая – это его бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал. А вторая – это его няня. Ее звали Арина Родионовна.
Арина Родионовна – это, наверное, самая знаменитая няня в истории. Серьезно. Она была простой крестьянской женщиной, но она знала очень много народных сказок, песен, поговорок и историй. Она рассказывала их маленькому Саше вечерами. Она говорила на простом, красивом, народном русском языке. И вот представьте, этот мальчик слушает эти сказки. Он запоминает эти слова, эти образы, эти мелодии речи. И потом, через много лет, все это появляется в его стихах и книгах. Можно сказать, что Арина Родионовна дала Пушкину его русский язык. Без нее, может быть, не было бы того Пушкина, которого мы знаем. Вот вам вопрос для размышления. А кто научил вас вашему родному языку? Может быть, не учитель в школе, а кто-то из семьи? Часто именно так и бывает. Язык – это не только учебник. Язык – это люди, которые с нами говорят. Еще один важный момент в детстве Пушкина – книги. У его семьи была огромная домашняя библиотека, и маленький Саша проводил в ней очень много времени. Он начал читать очень рано. Он читал и русские книги, и французские книги. Он буквально жил в мире литературы. И он не только читал. Он рано стал писать сам. Есть даже такая забавная история. Говорят, что еще ребенком он попробовал сочинить маленькую пьесу на французском языке. Его старшая сестра Ольга прочитала эту пьесу и посмеялась. Она сказала, что пьеса не очень хорошая. Как вы думаете, что сделал Саша? Обиделся? Нет, он не обиделся. Наоборот, он и сам посмеялся над собой. У него было прекрасное чувство юмора, даже в детстве. Теперь перейдем к очень важному этапу в жизни Пушкина. Когда ему исполнилось 12 лет, он поступил в Царско-сельский лицей. Это была совершенно особенная школа. Она находилась рядом с Петербургом, в Царском селе. Лицей основали специально для мальчиков из дворянских семей. Там учили многим предметам – литературе, истории, математике, иностранным языкам и даже фехтованию. А теперь честно, как вы думаете, Пушкин был отличником? Не совсем. Математику он, скажем так, не очень жаловал. Зато французский язык он знал превосходно, а литературу он просто обожал. Но самое важное произошло не на уроках. В лицее Пушкин нашел настоящих друзей. Друзей на всю жизнь. Среди них были Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер и Антон Дельвиг. Эта дружба была очень крепкой. Кстати, интересный факт. День открытия Царскосельского лицея, 19 октября, до сих пор считается праздничной датой в России. Пушкин и его друзья каждый год отмечали эту дату. Это стало их традицией. А сейчас один из самых знаменитых моментов в истории русской литературы. Однажды в лицей приехал очень известный и уже пожилой поэт Гавриил Романович Державин. В то время Державин считался величайшим русским поэтом. Все его знали и уважали. Юный Пушкин должен был прочитать свое стихотворение перед ним. Представьте, вам 15 лет, и перед вами сидит самый знаменитый поэт страны. Волнительно, правда? Но Пушкин прочитал свое стихотворение, и Державин был поражен. Он сразу понял, что перед ним не просто талантливый мальчик, а будущий великий поэт. Позже Пушкин вспоминал этот момент всю жизнь. Вот видите, иногда один момент может изменить все. После окончания лицея Пушкин формально устроился на государственную службу. Так тогда делали многие молодые дворяне. Но, если честно, служба ему была совсем неинтересна.
Гораздо больше его привлекали другие вещи – литература, поэзия, театр, дружеские встречи и жаркие споры. Пушкин был очень живым, энергичным и эмоциональным человеком. Он легко увлекался, он легко влюблялся, и он также легко мог вспылить и поссориться. В то время среди дворян были приняты дуэли. Если кто-то оскорбил тебя или твою честь, ты мог вызвать его на дуэль. И Пушкин участвовал в таких ситуациях не раз. Для нашего времени это звучит странно, но тогда это было частью дворянской культуры. Но давайте поговорим о серьезных вещах. Пушкин писал не только о любви и природе. Он начал писать о свободе, о справедливости, о власти. Он задавал неудобные вопросы. Как вы думаете, это понравилось властям? Конечно, нет. Царь Александр I был недоволен, и вместо тюрьмы Пушкина просто отправили подальше от столицы. Это называлось ссылкой. Сначала он жил на юге, в Кишиневе и Одессе. Потом его отправили еще дальше, в Михайловское. Это была маленькая тихая деревня, семейное имение. Для молодого, энергичного человека это было очень тяжело. Он был далеко от друзей, далеко от столицы, далеко от привычной жизни. Но знаете что? Именно в ссылке Пушкин написал одни из своих лучших произведений. Иногда тишина и одиночество помогают творить. В Михайловском, рядом с Пушкиным, снова оказалась его любимая няня Арина Родионовна. Помните, мы говорили о ней раньше? Вот она снова появляется в его жизни, как в детстве. Долгими зимними вечерами они снова сидели вместе. Она рассказывала ему новые сказки и истории. Он слушал, записывал и сочинял. Именно в Михайловском Пушкин работал над романом «Евгений Онегин». Это его самое знаменитое произведение. Роман в стихах. Можете представить, целый роман, написанный стихами. Это уникальная вещь. Также он написал там историческую драму «Борис Годунов» и множество прекрасных стихотворений. Так что ссылка, которая должна была его наказать, на самом деле помогла ему создать шедевры. А теперь та самая невероятная история. История про зайца. В декабре 1825 года в Петербурге произошло восстание декабристов. Это были офицеры и дворяне, которые хотели изменить политическую систему в России. Среди декабристов были друзья Пушкина, его близкие друзья из лицея. Пушкин тоже хотел поехать в Петербург. Он собрался в дорогу. Но когда он выехал из Михайловского, ему дорогу перебежал заяц. Да, обычный заяц. В то время в России это считалось очень плохой приметой. Если заяц перебегает тебе дорогу, значит, путь будет неудачным. Лучше вернуться домой. И Пушкин вернулся. Он не поехал в Петербург. Восстание декабристов провалилось. Многих арестовали. Некоторых казнили, других отправили в Сибирь. Если бы Пушкин тогда приехал в Петербург, его тоже, скорее всего, арестовали бы. Его жизнь могла бы закончиться совсем по-другому. Получается, что заяц, возможно, спас величайшего русского поэта. Верите в приметы? Может быть, иногда стоит прислушаться? После восстания декабристов к власти пришел новый царь, Николай I. Он решил вернуть Пушкина из ссылки, но с одним условием. Царь сказал, что он сам будет лично читать все тексты Пушкина. То есть царь стал его личным цензором. Подумайте об этом.
царь огромной империи лично читает стихи одного поэта. Это показывает, насколько важным был Пушкин и насколько власть его боялась. С одной стороны, Пушкин получил больше свободы. Он снова мог жить в столице, встречаться с людьми, ходить на балы. С другой стороны, он всегда знал, что за ним наблюдают. Каждое его слово проверяли. Непростая ситуация, правда? Вот еще кое-что интересное. Пушкин стал одним из первых настоящих профессиональных писателей в России. Что это значит? Это значит, что он зарабатывал деньги своим пером, своими книгами, стихами, журналами. До Пушкина в России литература была скорее увлечением для богатых людей. Писали для удовольствия, не ради заработка. А Пушкин показал, что писательство – это настоящая профессия. Он даже основал свой собственный литературный журнал «Современник». Этот журнал стал одним из самых важных литературных изданий в России. Но вот проблема. Пушкин зарабатывал хорошо, но тратил еще больше. Он любил жить красиво. Балы, приемы, модная одежда, хорошие квартиры в Петербурге. Все это стоило огромных денег. Из-за этого у него постоянно были долги. Он часто занимал деньги и не всегда мог вернуть их вовремя. Талантливый поэт, но не очень хороший финансист. Бывает, правда? А теперь любовь. В 1828 году на одном балу в Москве Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову. Ей тогда было всего 16 лет. Она была невероятно красива. Современники писали, что она была одной из самых красивых женщин того времени. Пушкин влюбился сразу. Но получить ее руку было непросто. Он долго добивался этого. Семья Натальи сначала сомневалась. У Пушкина была непростая репутация. Проблемы с властями, долги, вспыльчивый характер. Но в конце концов они поженились в 1831 году. Пушкин был невероятно счастлив. Он старался быть хорошим мужем и отцом. У них родились 4 детей. Казалось бы, счастливая история. Но все оказалось сложнее, чем он думал. Наталья Пушкина была необыкновенно красива. И это стало проблемой. На всех балах, на всех приемах на нее обращали внимание. Мужчины восхищались ею. Они ухаживали за ней. Все обсуждали ее красоту. А Пушкин? Пушкин ревновал. Очень сильно. Он любил свою жену. Он доверял ей. Но он не мог спокойно смотреть на то, как другие мужчины окружают его вниманием. И тут появился один человек, который сделал ситуацию намного хуже. Его звали Жорж Дантес. Он был молодой, красивый французский офицер, который служил в Петербурге. Дантес стал слишком настойчиво и открыто ухаживать за Натальей. Для Пушкина это было невыносимо. А потом случилось кое-что еще хуже. Пушкин начал получать анонимные письма. В этих письмах были оскорбления и намеки на то, что его жена ему не верна. Для человека вроде Пушкина, гордого, эмоционального, с обостренным чувством чести, это было настоящим ударом. Напряжение росло месяц за месяцем. Сначала друзьям удалось предотвратить дуэль. Дантес даже женился на сестре Натальи, Екатерине. Все надеялись, что конфликт закончится. Но он не закончился. Дантес продолжал вести себя вызывающе. И Пушкин решил: хватит. 8 февраля 1837 года.
Черная речка, недалеко от Петербурга. Зима, снег, холод. Пушкин и Дантес встали друг напротив друга. Дантес выстрелил первым. Пуля попала Пушкину в живот. Рана была смертельной. Но даже раненый, лежа на снегу, Пушкин нашел в себе силы. Он поднял пистолет и выстрелил в ответ. Он попал в Дантеса и ранил его в руку. Но рана Пушкина была слишком тяжелой. Пушкина привезли домой, на Мойку 12. Так назывался его адрес в Петербурге. Врачи сразу поняли, что надежды почти нет. В то время медицина не могла вылечить такое ранение. Пушкин прожил еще 2 дня. Эти 2 дня были мучительными, но он держался с невероятным достоинством. Он думал не о себе, он думал о семье, о детях, о долгах, которые оставляет после себя. Он попросил друзей не обвинять Наталью. Он любил ее до конца. Он написал письмо царю Николаю I. В этом письме он попросил позаботиться о его семье. И, надо сказать, царь выполнил эту просьбу. После смерти Пушкина государство выплатило его долги и помогало его жене и 4 детям. 10 февраля 1837 года Александр Сергеевич Пушкин скончался. Ему было всего 37 лет. 37 лет – это невероятно мало. Но история на этом не заканчивается. После смерти Пушкина весь Петербург был в шоке. Тысячи людей пришли попрощаться с ним. Люди из разных сословий, и дворяне, и простые горожане. Все понимали, что Россия потеряла кого-то незаменимого. Позже в Москве поставили памятник Пушкину. Сегодня этот памятник – одно из самых узнаваемых мест в городе. Люди до сих пор приходят туда и читают стихи. 6 июня, день рождения Пушкина, в России отмечают как День русского языка. Представляете? Целый праздник русского языка связан с одним человеком. Это показывает, насколько сильно Пушкин связан с русским языком и русской культурой. Что осталось после Пушкина? Осталось невероятно много. Его стихи, его сказки, сказка о рыбаке и рыбке, сказка о царе Салтане, сказка о золотом петушке. Эти сказки до сих пор читают всем детям в России. Его роман «Евгений Онегин», энциклопедия русской жизни, как его назвал критик Белинский. Его повести «Капитанская дочка», «Дубровский», «Повести Белкина». Его драма «Борис Годунов». Его поэма «Медный всадник». Его сотни писем, которые тоже являются литературными шедеврами. Но самое главное наследие – это русский язык. Вот подумайте, язык, который вы сейчас изучаете, во многом звучит так, как он звучит благодаря Пушкину. Он убрал из литературного языка лишнюю тяжесть. Он сделал его гибким, музыкальным, понятным. Некоторые фразы и выражения, которые придумал Пушкин, русские используют до сих пор, даже не зная, что это слова Пушкина. И последнее, что я хочу вам сказать. Если вы учите русский язык, Пушкин важен и для вас тоже. Может быть, сейчас вам еще трудно читать его тексты. Это абсолютно нормально. Даже многие русские школьники не все понимают с первого раза. Но знать, кто такой Пушкин, это необходимо.
потому что его имя вы будете встречать повсюду. В разговорах, в фильмах, в песнях, в названиях улиц и станций метро. Когда русские шутят, спорят или объясняют что-то, они часто вспоминают Пушкина. Есть даже забавное выражение. Когда кто-то не хочет что-то делать и говорит: «А кто это будет делать?», ему могут ответить: «А Пушкин?» Это шутка. Она означает: «Ты хочешь, чтобы за тебя это сделал кто-то другой?» Смешно, правда? Вот видите, Пушкин живет не только в книгах. Он живет в языке, в повседневной речи, в шутках, в культуре. Вот такой он, Александр Сергеевич Пушкин. Короткая жизнь, непростой характер, огромный талант и невероятное влияние на целую страну и на целый язык. Человек, который родился в дворянской семье с африканскими корнями, который вырос на сказках своей няни, который не любил математику, зато обожал поэзию, который спорил с властью, любил, ревновал и погиб на дуэли в 37 лет, и который изменил русский язык навсегда. Теперь вы знаете его историю, и когда кто-нибудь скажет вам «Пушкин наше все», вы будете понимать, почему. Скажите мне в комментариях, какой факт из этого видео удивил вас больше всего? История про зайца? Африканские корни? А может быть, шутка «А Пушкин»? Напишите мне, я обязательно прочитаю ваш комментарий. А если это видео было для вас полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много увлекательных историй о русском языке и русской культуре. До встречи в следующем видео.